Из этого выпуска вы узнаете, каковы будут последствия дефолта в России, сколько должна заплатить Россия по своему долгу и что делать инвесторам в данной ситуации. Приветствую инвесторов на моем канале и давайте начинать. Итак, Россия может объявить дефолт по внешнему долгу впервые со времен большевистской революции в 1917 году, что еще больше отдалит страну от мировой финансовой системы после санкций, введенных в связи с войной в Украине. В воскресенье 26 июня страна должна была уложиться в 30-дневный льготный период по выплате процентов, первоначально назначенный на 27 мая. Но для подтверждения дефолта может потребоваться время. В прошлом месяце Министерство финансов США прекратило возможность России выплачивать миллиардные долги международным инвесторам через американские банки. В ответ на это Министерство финансов России заявило, что будет выплачивать долларовые долги в рублях и предлагать возможность последующей конвертации в исходную валюту. Россия называет любой дефолт искусственным, поскольку у нее есть деньги для выплат своих долгов, но говорит, что санкции заморозили ее валютные резервы, хранящиеся за рубежом. Сейчас я вам расскажу, сколько же должна Россия выплатить долгов. И сумма составляет около 40 миллиардов долларов в иностранных облигациях, примерно половина из них иностранцам. До начала войны у России было около 640 миллиардов долларов в валютных и золотых резервах, большая часть которых хранилась за границей и в данный момент заморожена. Россия не объявляла дефолт по международным долгам со времен большевистской революции более века назад, когда распалась Российская империя и был создан Советский Союз. Россия объявила дефолт по внутренним долгам в конце 90-х годов, но смогла оправиться от него с помощью международной помощи. Многие инвесторы уже ожидали дефолта России в течение нескольких месяцев. Страховые контракты, покрывающие российский долг, оценивали вероятность дефолта в 80% уже несколько недель, а рейтинговые агентства, такие как Standard Poor's, а также Moody's, поместили долг страны глубоко в зону нежелательных долгов. Теперь же я вам расскажу, что могут сделать инвесторы в данной ситуации. Формально дефолт объявляется, если 25% или более держателей облигаций заявляют, что они не получили свои деньги. Если это происходит, то согласно положениям все другие иностранные облигации России также объявляются дефолтными, и держатели облигаций могут обратиться в суд за принудительной выплатой. В обычных обстоятельствах инвесторы и правительство, допустившие дефолт, обычно договариваются об урегулировании, в результате которого держатели облигаций получают новые облигации, которые стоят меньше, но дают им хотя бы частичную компенсацию. Но санкции запрещают иметь дело с Российским Министерством финансов, и никто не знает, когда закончится война и сколько в итоге могут стоить облигации, по которым был объявлен дефолт. В этом случае объявление дефолта и подача иска в суд может оказаться не самым мудрым выбором. Инвесторы, которые хотели выйти из российского долга, вероятно уже направились к выходу, оставив тех, кто, возможно, купил облигации по сниженным ценам в надежде получить прибыль от урегулирования в долгосрочной перспективе. И они, возможно, захотят некоторое время не высовываться, чтобы избежать ассоциации с войной. И после того, как страна объявляет дефолт, она может быть отрезана от заимствований на рынке облигаций, пока дефолт не будет урегулирован и инвесторы не восстановят уверенность в способности и готовности правительства платить. Но Россия уже отрезана от западных рынков капитала, поэтому возвращение к заимствованиям в любом случае займет много времени, и Кремль по-прежнему может занимать рубли у себя дома, где он в основном полагается на российские банки для покупки своих облигаций. И напоследок вам отвечу, каковы будут последствия дефолта в России. Западные санкции из-за войны
заставили иностранные компании бежать из России и прервали торговые и финансовые связи страны с остальным миром. Дефолт стал бы еще одним симптомом этой изоляции и разрушений. Инвестиционные аналитики осторожно полагают, что дефолт России не окажет такого воздействия на мировые финансовые рынки и институты, как предыдущий дефолт в 1998 году. Тогда же дефолт России по внутренним рублевым облигациям заставил правительство США вмешаться и привлечь банки для спасения Long-Term Capital Management, крупного американского хедж-фонда, крах которого, как опасались, мог пошатнуть более широкую финансовую и банковскую систему. Держатели облигаций, например, фонды, инвестирующие в облигации развивающихся рынков, могли понести серьезные потери. Однако Россия играла лишь небольшую роль в индексах облигаций развивающихся рынков, что ограничило потери инвесторов фондов. Хотя сама война имеет разрушительные последствия в плане человеческих страданий и повышения цен на продовольственные, а также энергоносители во всем мире, дефолт по государственным облигациям определенно не будет иметь системного значения. И на этом спасибо вам всем за внимание. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем удачи, всем пока.